Привет! Вот и добрался я наконец-то до обзора обновленных наушников QCY T5S. И в сегодняшнем своем ролике я расскажу тебе, что же такого новенького и интересного туда добавили. Но начну я, как всегда, с упаковки, и здесь у нас все без особых изменений по классике QCY. Цветная обложка с изображением устройства на лицевой стороне и краткими техническими характеристиками на обороте. Коробка из простейшего картона, внутри которой уложен кейс с наушниками, комплект сменных амбушюр и зарядный кабель micro-USB. Единственное, что хотелось бы отметить, это комплектные амбушюры. Они в сравнении с первым поколением стали чуть лучше. Теперь ими хотя бы можно пользоваться. По крайней мере, на первое время их будет достаточно, но для лучшего звучания я бы советовал их все же заменить. Зарядный кейс по своим внешним признакам также не претерпел никаких изменений. Его габаритные размеры по длине и ширине составляют 71 на 35 мм при толщине в 28. Гнездо зарядки по-прежнему находится под петлей крышки, а на передней стороне все те же два светодиодных индикатора состояния, которые загораются лишь во время зарядки. Но одно важное изменение в кейсе все же имеется – это емкость встроенного аккумулятора. Теперь вместо 380 мАч здесь стоит аккумулятор на 600, что, казалось бы, даст хороший прирост к общему времени работы наушников. Но, как оказалось, не тут-то было. А дело все в том, что новые наушники в таком сценарии играют чуть больше 3 часов, в то время как обычный T5 в тех же условиях показывает 4 часа с небольшим. Я специально заново перепроверил свой результат из декабрьского обзора на QCY T5. И здесь дополнительно мне хотелось бы отметить, что несмотря на свой непритязательный вид, QCY T5 оказались на редкость живучими наушниками. Да, кейс уже из матового превратился в глянцевый, его уже изрядно потеребунькало, но все целое и на своих местах. И что характерно, за 9 месяцев емкость аккумуляторов практически не просела, а ведь эти наушники у меня всегда с собой. Вот тебе и бюджетный вариант за 20 баксов, кто бы мог подумать. Но вернемся к нашим обновленным T5S. Сами наушники внешне и по форме не изменились, сюда добавили датчики присутствия, что для бюджетного сегмента большая редкость. Но разумеется, наличие приложений — это, наверное, самое главное отличие модели S от предыдущей. Ведь теперь управление можно переназначить под себя. Лично я свои наушники настроил вот так. Двойной тап по любому из них во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а по тому же действию во время звонка можно ответить на вызов или положить трубку. Тройной тап по правому наушнику отвечает за активацию игрового режима, а по левому вызывает голосового ассистента. Переключение треков по умолчанию зашито на 2-секундное удержание сенсора. На правом наушнике вперед, на левом назад, и это действие никак переназначить нельзя. Помимо всего прочего, на любой из двух доступных жестов можно назначить управление громкостью, но в силу того, что данная функция не является для меня первостепенной, я назначать ее не стал. Но как вариант, ее можно установить вместо плей-паузы, ведь наушники и так останавливают воспроизведение, если вынуть один из уха. В общем, при желании поиграться с настройками можно. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать тест работы микрофонов в обновленных QCY T5. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T5S на полном ходу. Сейчас буду открывать окна, и вы услышите, есть ли в них шумодавы и как они работают при вот таком вот максимум шуме, который я могу создать, сидя в машине, в поездке на машине. Вот таким образом они звучат. Ну а теперь традиционный следующий тест с печкой. Окна я закрыл, и тем не менее печку я сейчас буду прибавлять на 2, на 3. И вот так вот на 4 максимум шума я создаю, то есть печка выдувает по максимуму. И вот таким вот образом звучат микрофоны в данных наушниках, если вы будете в машине, допустим, с кем-то разговаривать с помощью данных наушников. Вот как-то так. Ну что же, а теперь тот же самый тест с открытыми окнами с максимумом шума, только в наушниках QCY T5. Дело в том, что в своем обзоре на QCY T5 я его не делал, я его сравнительно недавно придумал делать вот этот тест именно в машине. И поэтому, собственно, сейчас мы проверим, как звучат микрофоны при открытых окнах наушников QCY T5 и есть ли разница с моделью T5S. Вот таким образом звучат микрофоны с открытыми окнами на полном ходу в машине в наушниках QCY T5. Ну и раз уж я подрядился делать тесты на QCY T5, то вот вам тест с печкой коротенький. Вот сейчас наваливаю волюме на 3 и на 4. Собственно, вот таким образом звучат микрофоны в наушниках QCY T5 в тех же условиях, что мы ранее тестировали QCY T5S. Можете сравнить, улучшилось ли качество или осталось на прежнем
уровня. Подключение к смартфону происходит по извлечению любого наушника из кейса, и как ты, наверное, уже понял, любой из них можно использовать отдельно, оставив второй на зарядке. За работу и передачу данных в наушниках отвечает Bluetooth интерфейс версии 5.0, а в арсенале QCY T5S по-прежнему имеется два аудиокодека, это AAC и SBC. И вот по части звука лично я никакого апгрейда не услышал, да и по-хорошему он здесь не особо-то и нужен. Как в прошлом поколении меня все устраивало, так и в этом все прекрасно. На кодеке AAC звук чистый, четкий и ровный, без каши и песка. Баса здесь вполне достаточно для среднестатистического слушателя. Басхеды, как и в прошлый раз, тут проходят мимо, наушники точно не для них. Единственное, как мне показалось, новые наушники звучат чуть громче, нежели T5, но это не точно. В любом случае, что в пятой версии, что в версии 5S по части волюме полный порядок. Наушники прекрасно проигрывают практически любой жанр. Лично я в большинстве своем предпочитаю слушать электронную музыку, и вот для подобных композиций, особенно с вокальными партиями, наушники подходят отлично. В общем, я очень рад, что звук трогать не стали и оставили как был. Ну а если тебе очень захочется поэкспериментировать, то в приложении имеется встроенный эквалайзер. Если ты помнишь, что в блоке управления я упоминал про игровой режим. Так вот, работает эта функция так же замечательно, как и в прошлом поколении. В PUBG Mobile полет отличный, все слышно вовремя и без задержек, я бы даже сказал как по проводам. Но разумеется, полностью проводного эффекта добиться в подобных устройствах невозможно, и скорее всего в ближайшем будущем в беспроводных наушниках такого не будет. Но минимальные задержки на сотые доли секунды, особенно в динамичных играх, как по мне, это уже большой прорыв. О ютубе при таких-то раскладах вообще говорить не приходится, на слух отставание звука от видео уловить практически невозможно. Лично в моей связке со смартфоном Mi 9 SE все работает хорошо. Ну а как это будет работать с другими смартфонами, я, к сожалению, не знаю. По стабильности связи к новым наушникам у меня претензий нет. В доме на раз прошибают пару стен, а на открытой местности стабильно держат 10 метров, после чего уже начинаются обрывы. Да, были до этого наушники и с более лучшим результатом по дальности, но свои заявленные в характеристиках 10 не держат, и на этом спасибо. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. С одной стороны, обновление наушников QCY T5 получилось интересное. Добавили немного новых фишек в виде приложения и дополнительных настроек в нем, а также теперь появились датчики расположения. И при всем при этом цена осталась прежней. А вот с другой стороны получилось так, что несмотря на увеличенный аккумулятор в зарядном кейсе, время одного цикла работы наушников на 100% громкости уменьшилось на целый час. Причем мне вообще непонятно почему, ведь в каждом из наушников T5S стоит аккумулятор на 43 мАч против 40 в старой версии. Оттого фактического прироста в общем времени работы наушников получается нет. И по сути, это моя единственная, но очень весомая претензия к этим наушникам. Во всем остальном же QCY безусловно сделали только лучше. Тем не менее, какую из этих версий все же покупать, решать, конечно, только тебе. Я же в свою очередь сегодня просто рассказал, какие изменения появились в новой модели. А на сегодня это все. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока.